Не могу не похвастаться вчерашней работой с рыбным супом, который без картошки. Только, ну-ка покажи там, что у нас есть. Лук, морковка и сама килька в томате. И перчик, да, паприка. Ну и наша черемша. Ну и у меня то же самое. Приятного нам аппетита. Скажите что-нибудь по... Ой, супчик какой. А заметьте, ложечка-то какая у жены? Маленькая. Это вам лайфхак, чтобы вес не набирали. Чтобы зависти не было, мы, конечно, съели не 100 граммов. Хорошо, если 150 на двоих. Такого аромата или запаха, который не любят многие, когда к врачам ходить там и так далее, не будет. А лецитина здесь просто вагон и тележка. Очередной обед. И опять чайная ложка. Жены пока нету, я поковыряюсь у нее. Да. Хлебушек один. А вот не запекли на тостеры, вот это плохо. А вот такая зелень. А вот это черемша. А это моя порция. Мою пайку крысы съели. Женщины, как всегда, похитрее будут. То есть они с зеленью вот так. А я, конечно, как мужик, себе бутик сделал, на черемши насыпал и гречечки. Перемешаем все и будем есть. Ну, а пользы, конечно, какой-нибудь врач объяснит. Какой-нибудь, да, врачишка. Доброго времени суток, мои подписчики, зрители новые, которые придут, и люди, которые уже задают, точнее не задают, а пишут комментарии, которые для меня не очень понятны. Я делаю контент без медицины. То есть все то, что я показываю, юморю, в общем-то, это, видимо, результат всех моих операций и отхода, потому как тот шанс, который я получил и 3,5 года нахожусь на реабилитации после трансплантации сердца, может объяснить все мои, так сказать, выкрутасы в моих видео. Если кого-то действительно интересует тот или иной вопрос, я уже говорил, на моем канале, есть ссылка на мой старый сайт, где есть мой телефон, по которому вы можете со мной связаться. Есть почта, на которую вы можете написать. Потому как я все-таки не буду во всеуслышание говорить, что вот там такой-то, такая-то, задали мне вот такой-то вопрос. Я просто объясню четко и ясно. Если вы просто пишете для того, чтобы меня не поддержать, а обидеть, я скажу, что инвалида обидеть легко, но я не обижаюсь, потому как я считаю, что моя жизнь сейчас, она новый осознанный вариант того, что многие не понимают. Я вчера ответил всем на комментарии, поставил свои, так сказать, сердечки. Мне очень приятно, что очень много комментариев положительных, но разволновало то, что люди не понимают тот или иной вариант, поэтому, когда пишут не понимая, я не понимаю, там, а что это такое, то я тоже не понимаю, как ответить. Поэтому, если вы, допустим, заинтересовались сегодняшним фильмом, черемшой, рыбой, бутербродом, почему хлеб не запечен в тостере, я отвечу. Отвечу четко и ясно, так как хлеб мы едим на закваске. Я пек раньше, ну, в связи с этими медицинскими препонами, то есть моими операциями и так далее. Я, естественно, это дело подзавязал. Вот. И, ну, скажем,
предыдущие мои видео, которые старые в плейлистах, там рецепты и так далее. Там все это можно увидеть. Если кого-то это интересует, я с удовольствием объясню. Я извиняюсь, якаю. Просто мне хочется, чтобы мой канал был нужным. Нужным людям. Тем, кто, допустим, понимает, что делает неправильно, но не может справиться. Или кому требуется помощь. Я помогу, как смогу. Но я не хочу, как бы это выразить правильно, не хочу быть врачом. Я хочу быть просто человеком, который знает и готов поделиться своими знаниями, которые можно проверить и в литературе, и обратившись к действительным знающим докторам в том или ином вопросе. То есть совместимость пищи, совместимость тех продуктов, которые мы едим, очень сильно влияет на нашу механику, скажем так, на нашу жизнь, на наше долголетие и тому подобное. Поэтому, скажем, я изучал достаточно серьезных натуропатов, которых сейчас уже нет, но почему-то их все помнят, которых либо убили, либо сделали вариант, как убили, потому как они были просто невыгодны. Ну а нам-то что? В домашних условиях каждый может делать все, что хочет. Есть люди, которые не могут похудеть. Я не знаю. Это не так сложно. Просто надо полюбить самого себя, любимого, и четко и ясно себе сказать: мне это надо. Не кому-то, ни соседке, ни соседу, ни другу. Мне. Потому что мой рост, моя костная система, мой скелет рассчитаны на определенный вес. Мой желудок имеет вот объем. Объем кулака. Поставьте палец на солнечное сплетение, это ваш желудок. А сколько мы едим? Ну, возьмите вот этот объем и заполните водой, и взвесьте. Там получается-то не так много. А у нас, увы. Ну, плюс мы же сами себе вредим, занимаясь тем или иным бизнесом. То есть, допустим, хлебопеки, они изгаляются до не могу. Вот. Но хлеб это не наша основная еда. Наша еда считается полезной тогда, когда она совместима. И принцип простой. 30% это живая еда, и 70% термически обработанная. Ну, мы живем все-таки в 2026 году, и это надо понимать. И поэтому, пожалуйста, я обращаюсь ко всем, кто меня будет смотреть или смотрел. Если вы хотите у меня что-то спросить, спрашивайте, я отвечу. Выходите со мной на связь, я отвечу. После того, как я стал приходить в норму, я, в общем-то, очень сильно общаюсь, очень сильно общительный. Болтун, но не находка для шпиона. Поэтому даже не знаю. Но мне приятно, что вы стали писать, стали говорить. Большое вам огромное спасибо. То есть, в общем-то, для меня это поддержка, так как я работать пока не могу, но очень хочу. Ну, мне, чтобы начать работать, это надо восстанавливать все свои документы. То есть, все-таки консультант по правильному питанию, миофасциальный мануальный терапевт, это требует серьезных, так сказать, подтверждений. Вот. Ну, думаю, как бы и все. Этот фильм, который я сегодня выставил, это был перед нашей поездкой на большой контроль после трансплантации сердца за 700 километров от места, где я сейчас нахожусь. Вот. И каша, все, что вы видите, это все было как подготовительно. Для автодома я рассаду выращиваю, жена сопутствует в этом вопросе. И поэтому я делаю фильмы вот про то, какой я есть, про то, с кем я живу, что я делаю, куда я езжу. Мне это интересно, это немножко отвлекает, честно признаюсь, от разных болячек, там,
простуд всяких, ну, скажем так, интересней жить просто получается. Я надеюсь, вы меня поймете и простите. До новых встреч в этом эфире. Еще раз благодарю всех подписчиков. Есть в плане сделать стрим в Ютубе. Вот, я, наверное, я не знаю, как это до конца делается, но я думаю, это несложно. И я думаю, что это будет интересно, может, отчасти и вам. Я могу, кстати, там отвечать на вопросы. Вот. Но сразу предупреждаю, я ведь не как это, в кабинете, а я дома. Поэтому все мои советы сводятся к простому. Вы мне скажите, что вы едите, а я вам скажу, вы правильно едите или нет. То есть, на мой взгляд, вы можете оспорить, вы можете проверить, но я просто скажу, что со старого Нового года, то есть с 14 числа, я решил обрубить все концы. Не спорить, не доказывать, не есть так, как все едят, как вот надо в компании там и так далее. То есть я сейчас ем так, как я ел, скажем, 15 лет тому назад. И был, ну, мне никто не давал моих лет. Поэтому я заговорился сегодня. Но это впечатление, потому что комментариев было много. То есть не писали, а тут начали писать. И люди, и женщины, и мужчины. Я смотрю, меня смотрят мужчины больше, чем женщины. Это, с одной стороны, радует. Спасибо, братья по, так сказать, Перу. Вот. Но хочется, чтобы мой канал и я лично приносил пользу вам, то есть людям, которые меня смотрят. В общем-то, все, что я делал до этого, и все операции, которые я в итоге перенес, наверное, это результат моих исследований. То есть Арнольд Террет — это мой кумир. Шелтон — это человек, которого я просто уважаю за такую работу, которую он проделал. То есть совместимость продуктов, закисление организма, ощелачивание. Все это связано с кровью, все это связано с работой сердца. Оно у нас электромеханическое. То есть мы электрические. То есть эти все вещи настолько интересны. Когда листаешь шоцы там или что-нибудь еще там в том же ТикТоке, плоская земля, там все, это все очень интересно. Это все от нас скрыто. Нам, извините, трехразовое питание прописывали, но мы забываем старые истины. Суворова того же. Держи голову в холоде, живот в голоде, ноги в тепле, и 1000 лет проживешь. Это ж не просто так. Поэтому, извините за длинный монолог, но я думаю, кто его досмотрит, может быть, какую-нибудь пользу для себя возьмет с моего канала, от меня лично. И мы будем дружить. Всех благ, хорошего дня. Смотрите, пишите. Я буду стараться реагировать на все. Я пока не вошел в график, как вот блогеры там каждую среду выпускают фильм и так далее. У меня просто цель дойти до 500 подписчиков, потом научиться делать стрим, выходить в стрим, ну, снимать что-то интересное, тренироваться, продолжать с квадрокоптером, с велосипедом там. Вот, подходит лето, опять надо вернуться к холодным купаниям, то есть начать купаться и не заканчивать. И я думаю, ну, мне это интересно. Если вы меня смотрите, значит, вам тоже как-то интересно. Поэтому я вам благодарен и еще раз приглашаю просматривать иногда мой канал, задавать вопросы или давать темы. Я согласен рассматривать интересность. Но извините, если я вдруг задерживаюсь, потому что не всегда я бываю такой попрыгучий. Иногда приходится и полежать денек, а то и два. Мало ли. Вот сейчас одел пояс, ну, как сказать, бандажный, да, потому что
спина покоя не дает. Все-таки, как все говорят, возраст. И поэтому приходится приспосабливаться, чтобы жить. Не жить для того, чтобы есть, а есть для того, чтобы жить.